Коварность бельгийского пива заключается в том, что... Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир. Мы продолжаем автопробег по Бельгии. В этой части, 5-й по счету, покажу вам сказочный Брюгге, в котором мы провели 2 ночи. Расскажу о пивоварнях и пивных ресторанах, которые обязательны к посещению. Выпуск получился очень насыщенный, но вывод делать вам. Садитесь поудобнее, приятного просмотра. Девушка, это наш номер, между прочим, вот сюда вот так вот раз, вот такой вот, правда без телека. Этот скромный номерок нам обошелся 90 евро за 2 ночи. Сюда входила парковка бесплатная и 2 велосипеда из 4 на выбор. Так как мы находимся где-то в 3 километрах от центра. Я очень не хотел садиться на велосипед, но потом понял, как это удобно. Это домик 2-этажный. На 1-м этаже живет сама хозяйка с молодым человеком. На 2-м 2 номера и 1 ванная комната. Из минусов я бы сказал, что отсутствие телевизора, скрипящий пол с лестницей и то, что нельзя пользоваться кухней и холодильником. Купленное нами пиво мы ставили у двери. Хозяйка возвращалась часов в 7 и отдавала нам пиво в ведре с сухим льдом. А вот. И вот. Поедем посмотрим этот шикарный город. Кручу, в педали кручу. С горы, как птица лечу. Мы сегодня на великах. Классно на велике было. Очень хорошо. Пенсионный фонд еле Ехали доехал. медведи на велосипеде. Пошли смотреть пешком, теперь красивше. Было много препятствий, но я все-таки залегла 20 августа на дно в Брюгге. Саму площадь и зданий на ней не описать словами, она просто прекрасна. Но я хотел заострить внимание на памятнике, который установлен в центре этой площади. Он посвящен героям Фландрии Яну Брейделю и Питеру де Кёнигу, которые в ночь с 17 на 18 мая 1302 года вырезали несколько тысяч иностранцев. И они вычисляли французов, которые не могли нормально произнести слова «щит» и «друг» на голландском языке. Это называется шибалет, характерная речевая особенность, по которой можно опознать группу людей, своеобразный речевой пароль, который неосознанно выдает человека, для которого язык не родной. Термин пришел из Библии, из Палестины. Была типа гражданской войны. Все переправы через Иордан были перекрыты, а дозорные трясли любого путника. Галадитяне знали, что их противники, ефремляне, разговаривают на диалекте, в котором слово «шибалет» произносится по-другому – «сибалет», и они не могли произнести звук «ш». И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. В этом историческом здании, построенном в 1699 году, находится самый популярный пивной ресторан «Камбринус». Столики здесь надо бронировать заранее, но нам повезло, мы встали у барной стойки, и минут через 15 единственный столик в конце зала у прохода на 2 человека освободился. В баре всегда аншлаг. Ну и традиционное начало. Толстенное меню бара, в котором более 400 сортов пива. Ссылку на его сайт я оставлю в описании. Для любителей пива будет очень занимательно. Камбринус ресторанчик. Взяли тест из 4. Бланш на Мюр, делируем, я точно помню, у нас дом такой. И блонд, мы еще на пивоварню зайдем. Юза малого пупса. 35 это очень серьезная дата. С утра было 30, за 5 лет я могла вырасти. Немножко, да, постарел за день. Ну, здоровье. 35. Я захотел стейк, но принесли вот эту штуку. 19 евро. Вот это на вине, пожалуйста. Я попробую, конечно, я не знаю, что это. Но по виду мне надо большой кусок мяса. А здесь накидано каких-то лилипутов. Утро в Брюгге. Отгремел день рождения Катюни. I'm okay. My thoughts have never been clearer. I see what
what you're doing to me now. They lie, they steal, they fooled us. Deep down I probably knew this. I think I will be holding on to the one thing that I know is stronger. Love is blind and no one's perfect. Platinum seems so shallow, 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 shallow. But you are bright white gold. Продаются вот такие булочки. И ценник 3,90. Выписывают 6,50. Угадайте за что? За то, что девочка принесла сама сюда. A better tomorrow. For you I'd make it a rainbow. Вот эти ребрышки, которые мы вчера не попробовали, свежак, рынок. Вот эта половинка 5 евро. Не знаю сколько. Ты еще не знаешь сколько, может это 10 или 15. Мы сейчас взвесим это. 12,50. 5,75. Что там как? Аван нарвался на колбаску. Шампиньон вонючий. Мы решили попробовать всякие. Подожди. Чего? Она говорит, любимая ее. Давай. Томат. Томат А кто там? Есть? Я, да. Накупили колбасы. Вот это утро уже все, не пройдешь. Вчера было пусто. Вот курочку, пожалуйста, пожалуйста. 5 евро. Большой кусище. XXL. Holding on to the one thing that I know is stronger. Love is blind and no one's perfect. Platinum seems so shallow, 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 shallow. But you are bright white gold. With you by my side, I'm not worried. I think we'll be able to find ourselves again. Blank expressions, empty words. Nothing can keep me away from you. I think I will be holding on to the one thing that I know is stronger. Love is blind and no one told us. Platinum seems so shallow, 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 shallow. But you were bright white gold. Мы сегодня не поедем на этой лодке, потому что у нас есть вообще шикардосные велики, на которых проедем весь город, застанем все пивоварни, а там люди толпятся. Всего 2 пивоварни в Брюгге. Вот это Бургуния де Фландрес и Den Haag. Но мы туда еще поедем. С 1765 года в городе Лопем существовала ферма-пивоварня династии пивоваров Ван Хотров, которая внесла свой вклад в историю бельгийского пивоварения, имея на своем счету на тот момент 3 пивоварни. Сын пивовара Корнель IV Ван Хотрев отправился в Брюгге, где власти дали ему согласие на открытие пивоварни Den Ос. В 1957 году пивоварня Den Ос прекратила свою деятельность. Появление немецких лагерных сортов и нанесенный ущерб после 2 мировых войн сказались на развитии пивоварни, которая в большей степени специализировалась на особых пивных сортах. Это с медведем связано? Нет, с медведем с тобой ничего здесь не связано. Нет. Позже братья открыли свои пивоварни. Один в 1985 под Брюсселем, другой в 1993 в Антверпене. Это выглядит вот так вот. 14 евро. А в 2015 в Брюгге, всего в 50 метрах от некогда существовавшей пивоварни Ла Марина, началась постройка новой мини-пивоварни. По 120 миллилитров. Именно здесь снова варится Бургунь де Фландерс. Поехали. Вот здесь мы сидели, а теперь я села на свой байк неземной, поехала.
conversations and they're all I'm fine. No, I'm no stranger to surprise. This paper tunnel's let me down too many times. Why do I even try? Give me a reason why. I thought that I could trust you, never mind. What all those preaching sides? Where do I draw the line? I guess I'm too naive to read the signs. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, that I find out what they're all about. Второй. I'm just looking for some on the wood that I'm hiding out. I'm just looking for some real friends. Gotta get up out of this zone, yeah. Na 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 na. Na 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 na. Real friends, yeah. I stay up talking to the moon, feeling so alone in every crowded room. Can't help, I feel like something's wrong, yeah. Cause the place I'm living in just doesn't feel like home. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, that I find out what they're all about. I'm just looking for some real friends. On the wood they're all hiding out. I'm just looking for some real friends. Gotta get up out of this town, yeah. Вот она пивоварня The Half Man. У бренда Брюкзот, дурак из Брюгге, который появился в 2005 году, есть своя легенда, согласно которой император Максимилиан отказал жителям Брюгге в желании создать в городе приют для душевнобольных. На их пожелание он сказал им, чтобы они просто закрыли городские ворота и считали весь город приютом для дураков, потому что в их городе он никого, кроме душевнобольных, и не видел. Это было связано с тем, что днем ранее жители города устроили праздничное шествие в честь Максимилиана, когда нарядились в костюме шутов и дурачились перед императором. Примечательно, что когда приют в городе все же был создан, на его территории в 1564 году и была заложена пивоварня Ди Майне «Луна». В 1856 году канон Джей Пи Майес, глава Института душевнобольных, выделил деньги своему племяннику Леону Майесу для возведения нового пивоваренного завода, как пристройка к приюту. Этот год и считается годом основания пивоварни The Half Man, чей фирменный знак в виде полумесяца с человеческой головой и переводится как полумесяц. It's 7:30, please. Окей, по 4. По 4 это по-божески. Находится вот здесь и пошел пивопровод 3,3 километра. И пришел сосок вот в этот, из которого мы только что пили. Говори, где партизаны? Говорить! Есть дебильные блогеры, бывают дебильные блогеры. Это Другой же вид пива, который крепче других сортов, впервые было сварено в 1980 году в честь установки памятника святому Арнольду, Стреф Хендрик. 9 градусов. покровителю пивоваров в Брюгге. Он получил название «Крепкий Анри». смотрите, Пьется шикарно. крутенькое место. А теперь что там это? Ничего, пьется шикарно. Хотел сказать. I'm not alcoholic. Я алкоголик. I'm not alcoholic. Говорят, самое популярное место. Это прям сам? Самое Вот популярное. это, Нет, медвежонок? нет. Хочу подарить русские деньги. Пожалуйста, на Вот тут, цифры. смотри, вот туда. Владимир. Вот так вот. Сердечко вот здесь вот. Да. Ой, отлично. Зашли, как считается, самое популярное место в Брюгге. Медвежонок из Брюгге. Заказали мы тесты. Их тут 12. Думал, будет стоить 14. Я не расслышал, я с английским не очень. Поэтому пришлось заплатить 34. Сколько? 34. Сколько? 100 грамм, не 100 грамм. Дернешь блогера, не остановишь, ребята.
Все лебеди, которые появились во времена правления Максимилиана, имеют метку на клюве с буквой «Б» и датой рождения, являясь собственностью города. Можно рассказать легенду. Старый моряк решил устроить судьбу своей дочери Мине, выдав ее замуж за нелюбимого. Но девушка уже была влюблена в другого молодого воина из соседнего селения по имени Стромберг. Как всегда, юноша ушел на войну. Нет? Точно? Ты уверен? Девушка спряталась в лесу, не соглашаясь на брак. Там и погибла. Юноша вернулся, но было поздно. В общем, в память об этой любви юноша устроил памятник на берегу озера. Так озеро получило свое название, а на месте памятного камня теперь стоит башня, символ любви. I don't believe it's all about the things that we share. Marry me when the lights go out. You know I'll be there. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, notice me. And now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you notice me, notice me. Whatever you decide to do, I will keep sending new ripples to you. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, notice me. Брюгге – это даже не город, это окаменевшая сказка, средневековая баллада, это готические башни, соборов, статуэтки в нишах домов. Мы обязательно сюда вернемся, чтобы попробовать вкуснейшее пиво и удивиться еще раз приветливости местных жителей. Они реально чаще всего коренные, в отличие от Брюсселя. Но на этом наше путешествие не заканчивается. В следующей части, которая выйдет через неделю, мы поедем в Антверпен и заедем в Гент.